Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых обращений плагина Contact Form 7 на платформе сайтов WordPress, сервис SMS-рассылок TurboSMS. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые обращения из Contact Form 7 в другие системы. Например, через сервис TurboSMS вы сможете отправлять SMS-уведомления пользователям, которые оставили заявку на вашем сайте. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Contact Form 7. Далее необходимо выбрать действие «Принять данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Contact Form 7 в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Далее вам необходимо скачать плагин для платформы сайтов на WordPress, загрузить его на ваш WordPress, установить и активировать. После того, как вы это сделаете, в настройках плагина Contact Form 7 появится вкладка Apex Drive. Для того, чтобы продолжить настройку, нам необходимо скопировать URL для приема данных и перейти в ваш личный кабинет сайта на WordPress. Далее переходим к настройкам Contact Form 7. Переходим на вкладку Apex Drive, которая появилась после установки нашего плагина. Далее необходимо включить передачу данных в Apex Drive и вставить скопированную ссылку. После этого кликаем «Сохранить». Теперь нам необходимо перейти к вашей форме и заполнить ее для того, чтобы тестовые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы заполнили вашу форму Contact Form 7 на сайте, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Все манипуляции с ссылкой URL мы уже произвели, поэтому просто пропускаем этот шаг. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что заполнили в форме. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Contact Form 7 успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем TurboSMS. Далее необходимо выбрать действие «Отправить SMS». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт TurboSMS к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать API логин и API пароль. Чтобы получить эти данные, переходим в личный кабинет TurboSMS. Далее необходимо перейти в раздел «Настройки API». В этом разделе вам необходимо поставить галочку напротив пункта SOAP, а также скопировать логин и вставить его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Для того, чтобы не использовать пароль личного кабинета TurboSMS, вам необходимо снять галочку «Оставить старый пароль». Придумайте новый пароль, который будет использоваться для внешних приложений, и введите его 2 раза. После этого вам необходимо ввести текущий пароль TurboSMS и сохранить настройки. После того, как вы успешно сохранили настройки, возвращаемся в систему Apex Drive и вводим только что придуманный новый пароль.
После того, как все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые необходимо заполнить для отправки SMS-сообщений через Turbo SMS. В поле номер телефона получателя вам необходимо указать переменную из Contact Form 7, в которой будет содержаться номер телефона в указанном формате. В поле «Отправитель альфа-имя» вам необходимо указать ваше зарегистрированное альфа-имя в системе Turbo SMS. Если у вас еще нет зарегистрированного альфа-имени, вы можете использовать одно из стандартных. Вам необходимо прописать альфа-имя так же, как оно выглядит в системе Turbo SMS. Далее вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться каждому пользователю, оставившему обращение через Contact Form 7. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Turbo SMS при каждом новом обращении из Contact Form 7. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Turbo SMS». После успешной отправки переходим в Turbo SMS и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Turbo SMS успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!